Карантин. На карантине нужно сидеть дома и не забывать проветривать помещение. Рекламную зарисовку именно этого действия мы только что посмотрели. Шучу. На самом деле я просто схожу с ума дома, наверное, как и вы. Всем привет, меня зовут Виталик, и сегодня, помимо проветривания и карантинов, мы говорим об обработке ночных фотографий. Давно не делал видео непосредственной обработки фото, а вы этим интересовались, писали комменты, писали в личные сообщения, поэтому сегодня мы говорим именно об этом, как из вот такой фотографии сделать вот такую. Я пройдусь по всем шагам, которые предпринимаю при обработке моих ночных фотографий, и принципы, стоящие за этими шагами, могут быть применены не только к ночным фотографиям, но и, на самом деле, к любым другим. Перед тем, как мы прыгнем в Lightroom, пару слов о технической стороне и о фотографии, с которой будем сегодня работать. Этот кадр снят на мою камеру Fujifilm X-T3, снят в формате RAW. Я почти всегда снимаю в нем, и вам рекомендую снимать именно в RAW, потому что таким образом вы сохраните больше информации о свете и тенях, о температуре, и это прям существенно поможет в дальнейшей обработке фотографии. Другой важный момент для ночных фотографий в целом, который можно увидеть на этом примере, у нас здесь совсем не ночь. Для лучшего результата лучше всего снимать в так называемый Blue Hour. Это на английском, я не уверен, что на русском вообще существует какой-то адекватный перевод этого термина, поэтому мы будем называть его Blue Hour. Это час после того, как солнце уже зашло за горизонт, но оно все еще подсвечивает небо, сохраняя для нас детали в небе. А в то же время уличные огни уже, как правило, включаются, и все это позволяет нам иметь более богатую картинку, более богатые цвета, больше деталей, и это то, чего мы хотим в нашей ночной фотографии. Мы не хотим, чтобы небо было просто большим скучным черным пятном, поэтому наш выбор снимать в Blue Hour. По поводу самой фотографии. Композиция кадра довольно простая, но из-за низкого угла, то есть из-за того, что при съемке я опустил камеру к самой земле, мы имеем передний план, брусчатка, мы имеем средний план, прохожие, проходящие мимо, и дальний план, и главный в этом случае, сама церковь. А кроме того, еще и ведущие линии от брусчатки, которые помогают передать глубину, нести динамику и сконцентрировать внимание на главном объекте кадра. Таким образом, зритель сразу понимает, на что ему смотреть. Кроме того, из-за низкого угла и того, что церковь находится на возвышении, я еще больше усугубляю эффект такого нависания и доминирования нашего главного объекта в кадре. Ну и дополняет все это отражение света от фонарей на брусчатке. Простенько, ничего сверхъестественного, но выглядит прикольно. Что ж, ну а теперь погнали в Lightroom. Кстати, после записи этого туториала и всех вводных, я внезапно подумал, почему бы не расшарить с вами, ребята, исходный файл этой фотографии, чтобы вы могли обрабатывать его вместе со мной и следовать всем шагам, и лучше усвоить приемы, о которых идет речь. Поэтому я разместил DNG файл, ссылка на него будет в описании под этим видео. Переходите, качайте, открывайте в Lightroom и следуйте всем шагам, о которых я буду говорить дальше. Наш первый шаг – базовая коррекция. В нем нам важно привести фото к такому усредненному состоянию, чтобы у нас не было пересветов или наоборот слишком темных областей, чтобы весь кадр выглядел более-менее однородно. На этом шаге нам помогут разделы Basic, базовая коррекция, и Tone Curve или тоновая кривая. В панели Basic, базовая коррекция, если у вас русский интерфейс, поднимаем тени где-то до плюс 72, вытягивая тем самым детали из теней. Со слайдером Highlights, цвета, поступаем наоборот, тянем его влево, понижая яркость самых светлых участков и также вытягивая детали теперь уже из цветов. Фото у нас становится таким сереньким, слабоконтрастным из-за этого. Чтобы компенсировать, мы усилим Whites, то есть слайдер белые, а также добавим немного контраста. На этом, я думаю, пока все с этой панелью, но мы еще сюда вернемся. Давайте посмотрим на текущее до и после. До, после. Не сказать, что выглядит супер классно, но это пока. Дальше у нас Tone Curve или тоновая кривая.
Это очень мощный инструмент, о нем, наверное, надо сделать вообще отдельное видео. Но пока наша задача тут добавить еще немного контраста, смягчить тени, сделать их более мягкими и такими плавными, не такими черными, придать им немного такой затухающий эффект. Я поставлю несколько точек на кривой. Вот так. Для добавления контраста я потяну точку теней немного вниз, а света чуть-чуть вверх. Ну а для того, чтобы смягчить тени и привнести тот самый эффект затухания в тени, я подниму вот эту крайнюю точку немного вверх. Давайте посмотрим до и после применения тоновой кривой. До. После. Окей. Едем дальше, и наш следующий шаг после базовой коррекции — это коррекция цвета. Здесь мы будем пользоваться сразу несколькими панелями. HSL расшифровывается как Hue, Saturation, Luminance, на русском можно перевести как оттенок, насыщенность, яркость или светлость. А затем инструмент Split Toning или раздельное тонирование, Color Calibration, калибровка цвета, и панель Basic, которую мы уже видели. Начнем с панели HSL. Наша цель с этой панелью — сбалансировать цвета таким образом, чтобы акцентировать внимание на теплых оттенках, то есть на оттенках света, а синие затемнить и усилить наш ночной эффект, чтобы это все было больше похоже на ночь. Для этого я начну со слайдера Aqua, потяну его сильно вправо, наши Blue, синие оттенки, немного влево. Purple, пурпурный, также сделаю более синеватым, потянув влево. Таким образом, я делаю каждый из наших синих оттенков более синим и более однородным друг с другом. Теперь тот же принцип я применю к теплым цветам. Сделаю красные немного оранжевее, наши оранжевые сделаю чуть-чуть краснее, ну а желтые потяну в сторону оранжевого. Вот так. Теперь нам нужно позаботиться о насыщенности и яркости каждого из затронутых цветов. Придется побегать между вкладками Saturation и Luminance, то есть насыщенность и яркость или светлость. В Saturation я сильно уберу насыщенность синего, аквы и немного пурпурного, Purple. Теперь перейду в Luminance и довольно сильно уберу яркость синего и аквы. И чуть меньше пурпурного. Выглядит весьма странно. Чтобы исправить это, вернемся к панели Basic. Нам нужен слайдер температуры. Наш кадр слишком холодный, поэтому добавим теплоты. Примерно вот так. Да, отлично. Теперь летим в самый низ к панели Color Calibration, калибровка цвета. Наши красные делаем здесь более оранжевыми и добавим им насыщенность. Синие же двигаю в сторону голубого и также добавлю насыщенности. Посмотрим до-после, до-после. Окей, начинает прорисовываться. Вернемся к панели HSL. Я еще немного понижу яркость и насыщенность синих. Теперь к теплым цветам. Совсем чуточку понижу их насыщенность, чтобы они все-таки не так сильно выбивались. Но при этом добавлю немного яркости оранжевому и желтому. Готово. Ну а теперь наши синие выглядят такими блеклыми и серыми. Исправим это с помощью инструмента Split Toning, раздельное тонирование. Так как мы убрали почти всю яркость из наших синих оттенков, небо у нас сейчас является по сути областью теней. Добавим синий цвет в тени и понизим насыщенность до 10. Отлично. В Highlights цвета добавим противоположный цвет, оранжевый, также невысокой насыщенности. Давайте посмотрим, что поменялось. Без раздельного тонирования, с раздельным тонированием. Еще раз. Без тонирования, с тонированием. Небо стало чуть более синим, свет стал чуток теплее, чуток оранжевее. То, что нужно. Отлично, мы почти закончили. Снова вернемся к панели Basic. Теперь я уберу общую насыщенность где-то до минус 20. Но при этом ощутимо добавлю Vibrance. Понижу Clarity
четкость, чтобы сделать кадр более мягким, но при этом добавлю текстуры, чтобы немного компенсировать понижение четкости. Окей. А теперь предпоследний этап – локальные фильтры. С помощью них я хочу еще больше сфокусировать внимание на главном объекте кадра, убрав внимание с других менее важных областей, а заодно еще усилить наш ночной эффект, то есть затемнить небо в данном случае. Для этого я возьму прямоугольный фильтр вот здесь и размещу его вот таким образом. Понижу его экспозицию, повышу контраст и dehaze. Ну и добавлю фиолетового оттенка, что в данном случае также затемнит нам небо. Добавлю новый фильтр вниз кадра и тоже затемню его. Теперь возьму радиальный фильтр и размещу его на церковь, на наш главный объект, примерно вот так. Здесь я наоборот увеличу экспозицию немного, достану чуть-чуть деталей из теней, усилю немного слайдер Whites и также увеличу Clarity, четкость, чтобы церковь была более четкая. Добавлю еще один фильтр вот здесь и сделаю то же самое. Готово. Последний штрих, добавим виньетку, чтобы еще затемнить края изображения. Для этого идем в панель Effects, эффекты. Нас интересует Post-Crop Vignetting. Не уверен, как на русском, но я думаю, вы найдете это в панели Effects, эффекты. Здесь подвинем слайдер виньетки, да, где-то до минус 15. Также я увеличу немного Feather, чтобы больше размыть края виньетки. И слайдер Highlights тоже подвину вправо, чтобы защитить яркие области на краях от затемнения виньеткой. Просто на всякий случай. И все, наша обработка в принципе готова. Давайте посмотрим на наше до и после. Итак, до, после, до, после. Еще раз до и еще раз после. Выглядит отлично. Это уже достаточно клевая работа, но что я бы еще сделал? Докрутил некоторые детали в фотошопе. И знаете что? Давайте это и сделаем. Чтобы открыть эту фотографию в фотошопе, жмем правой кнопкой по ней, ищем меню Edit In, на русском что-то вроде редактировать в, и выбираем Edit in Adobe Photoshop, редактировать в Adobe Photoshop. В фотошопе я продублирую слой, нажав на клавиатуре Command-J или Ctrl-J на винде, и теперь иду в фильтр, Camera Raw Filter. Это откроет вот такое окно. Здесь немного понижу Highlights, для того, чтобы затем повысить Whites и сделать наши цвета более выделяющимися, более яркими, более бросающимися в глаза. И добавлю еще немного контраста. Теперь идем в панель HSL снова. И здесь я хочу еще больше убрать яркость из неба, из наших синих, сделать небо еще более темным и таким более эпичным, что ли. Для этого я понижу Luminance, яркость, светлость синего и аквы. И заодно еще немного уберу насыщенность синего. А вот яркость оранжевых я наоборот усилю, чтобы опять же сделать на них больший акцент. Вот так. Теперь жмем ОК. И давайте посмотрим на наше до и после применения Camera Raw фильтра. До, после, до, после. Отлично. Небольшие детали, но выглядит лучше, на мой вкус. И вот теперь на этом точно все. Обработка готова, и нам остается только посмотреть финальное до и после всех манипуляций. Вот таков мой процесс обработки моих ночных фотографий. Кстати, стоит упомянуть, что у меня есть пак моих собственных пресетов для Lightroom. Ссылка на видео, которых будет на экране прямо сейчас. Переходите, смотрите, если не видели или забыли, или не знали. В общем, переходите, смотрите. Больше примеров моих работ можно увидеть у меня в Инстаграме. Я выкладываю там довольно много.
Ссылка будет в описании. Надеюсь, это видео было полезно для вас и вы открыли для себя что-то новое. Если да, то не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Это действительно важно. А еще у меня для вас вопрос напоследок. Как насчет похожего видео о моем процессе обработки мобильных фотографий на телефоне? Процесс во многом на самом деле похож, но есть нюансы. Что думаете? Пишите в комментах. На этом все. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Будьте здоровы. Пока-пока.